Ребятишки, привет! А давайте-ка сегодня мы приготовим с вами утку с апельсиновым соусом. Утка самая обыкновенная, с магазина Альди. Разморозил, обсушил бумажной салфеткой. Все волосики, перышки паяльной лампой обжег. Утку помыл, посолил, поперчил, вложил буквально 2 очищенных яблока. Сердцевину полностью удалил, внутрь запечатал, готово. Следующим шагом при помощи зубочисток воткнуть зубочистки, просто чтобы не шить, и кухонной нитью, бечевкой, но не той с бечевкой, которая уже, та женщина, которая уже скатилась полностью, а обыкновенной кухонной нитью. Обвязал, зафиксировал ножки, чтобы они были у нее связаны, чтобы она их не расшиперивала. Обвязал крылья, чтобы они у нас были компактные. Посолил, поперчил также внутренностью. Все, утка у меня готова. Далее нам понадобится соус. Но здесь тоже все просто. Обжарил на сильном огне репчатый лук, морковь и сельдерей. Как только они стали у меня золотистого цвета, добавил немного томатной пасты. Начал дальнейшую обжарку, при этом время от времени поливал красным вином. Алкоголь при этом испаряется, а дубильные вещества остаются. Запах на кухне неимоверный. После приготовления всей этой консистенции добавил немного можжевеловых ягод, 1 лавровый листик, немного душистого перца и бадьян, звездочный анис. Все, готово. Далее утку помещаем в рукав. Да, рукав можно купить в магазинах, таких как Реве, Эдека и, возможно, в ДМ, в Драгеримарт. Следующим шагом помещаем сюда утку. С этой стороны запечатываем. Лишнее отрезаем. Сюда же идут внутренности. И сюда же отправляю основу нашего будущего соуса. Чуть-чуть водички. Духовку я уже разогрел до температуры 180 градусов. Отправляю утку в духовку. И буду готовить вот в таком положении ее 1 час. 180 градусов с обдувом вверх-вниз 1 час. Далее занимаемся апельсинами. Мне понадобится 3 штуки. 2 я уже отфилетировал. 1 обдал кипятком и протер бумажной салфеткой. Мне нужно будет немного цедры, буквально чуть-чуть. Вот именно поэтому я, если мне нужна цедра, обдаю лимоны, апельсины кипяченой горячей водой и салфеточкой аккуратно протираю, чтобы убрать весь тот химикат, который на них был ранее набрызган. Кто-то добавляет апельсиновые шкурки в соус. Я этого не делаю, потому что вот как вы саму только цедру сняли, вот эта вот белизна, которая образовалась, она очень горькая. И вы можете просто-напросто на корню убить весь вкус своего соуса. Поэтому этого делать не нужно. Этой цедры будет недостаточно. Далее просто отрезаем попки, жопки и прочее по кругу. Снимаем кожуру и делаем филе. Аккуратненько, не торопясь. Белые перепонки нам не нужны, они горчат. Вот и все. Апельсин я выжимаю. Сок будет еще раз кипятиться, поэтому я ничуть не переживаю за жировые потоотделения с моих рук. Готово. Так, наше время истекло. Я продержал немножко дольше, 1 час 10 минут. Так, и следующим шагом нам нужно собрать всю жидкость, которая у нас находится в рукаве. Аккуратно открываем, руки не подставляем, иначе обожжетесь паром. Так, утку извлекаем. И отправляю ее теперь на решетку. Так, и горло можно сюда же. Печенка-то приготовилась, а горло еще немного не помешает. Так же, как и пупкам. Так, выбираю печенку отсюда. Так, я отправляю эту утку в духовку. Готовится дальше. В духовке я соорудил следующую конструкцию. То есть противень, который есть у всех буквально дома. Другую емкость, которую я наполнил кипяченой горячей водой, и сверху решетку. Это на тот случай, сейчас, когда будет утка готовиться дальше, жир будет капать, и капать им будет воду, чтобы у вас не засралась духовка и не стоял горелый запах по всей кухне. Вот только для этих целей. Включаю 180 градусов, вверх-вниз, обдув, и через каждые 15 минут буду переворачивать до полного зарумянивания уточки. Продолжаем наше телодвижение, кастрюля сито. И всю вот эту красоту
отправляем в кастрюлю. Пробиваем всю жидкость, которая еще имеется в овощах. Все, этот процесс закончен, это идет в мусорку. Вот теперь, ребятишки, смотрите. Здесь у нас очень много жира, который выварился сутки, и тот жир, на котором жарились овощи. Нам его нужно удалить. Конечно, мы можем подождать до завтра, но мы можем сделать и по-другому. Я заранее заморозил тот апельсиновый сок, который образовался с филе. И также я подготовил лед. При помощи этого льда мы сейчас очень быстро остудим бульон, и весь жир будет у нас собран. Так, ну как вы видите, жир уже начинает застывать. Это очень хорошо. Так, ну вот, в сито выкладываю салфетку бумажную и заливаю всю эту массу сюда. И пусть она потихонечку процеживается, пока утка запекается в духовке. Так, ну здесь можно ускорить процесс. Жир, вот он плавает сверху. Его можно сразу удалять. Я понимаю, что все это занимает время, ну а как вы хотели? Ждите тогда, пока полностью не остынет. Это отправляю опять в кастрюльку. Еще раз закипячу и пропущу еще раз уже без охлаждения через бумажное полотенце. Жидкость еще раз вскипятили и еще раз пропускаем через сито, чтобы по максималке уже удалить жир. Можно вот также при помощи маленькой поварюшечки ускорить немного процесс. Только аккуратно, чтобы салфетку не порвать, иначе придется делать заново. Эта салфетка себя отработала, и ее нужно заменить. Все, остался только мусор, который мы выбрасываем. Ну что, отправляемся к плите. Так, будущий соус начинает закипать. Я добавлю немного красного вина. Вы можете добавить просто воды, если вы не хотите вина. Выправляем на соль и перец. Соль я уже посолил. Выпариваем весь алкоголь. Он как таковой нам не нужен. Нам нужен лишь аромат. Так, я подкрашу соус немного жженым сахаром. Про него я вам уже много раз рассказывал. Называется он цукаколюа. Можно купить в Эдеке, можно купить в Реале. Чуть-чуть портвейна для аромату. Чуть-чуть, я сказал. Так, ну я сделаю соус, наверное, сливочным. Добавлю немного сливок. Я так хочу. Сливки это тоже масло, по идее. А масло сливочное является хорошим вкусовым афродизиаком. И загущаем разведенным в холодной воде кукурузным крахмалом. Небольшими порциями, чтобы было видно, какой густоты уже у вас соус. Обязательно дать закипеть, прокипеть чуть-чуть. Иначе вы думаете, что у вас он жидкий-жидкий, добавляете, а в итоге он уже станет у вас колом. Ну вот, ребятишки, соус кипит, я его выключаю. И вот именно сейчас я добавляю цедру апельсина и филе апельсина. Все. Иначе, если я буду апельсин варить дальше, он просто у меня весь распадется на мелкие фрагменты. А я хочу его показать, что он еще находится у меня целиком. Соус готов. Так, ну что-то пошло не так, как это иногда бывает. Значит, мне не нравится структура соуса, и поэтому я отбросил филе на сито и пробью еще раз соус сам. Ну вот и все. Сливкам не понравилось то количество апельсина, которое я вбухал. Ну вот, теперь у него структура стала гладенькая, как и должно быть. Так, ну, собственно говоря, утка вот. Распределяю ее на селедочницу. Ну, а на во что еще? У меня самая такая тарелка для подселедку, самая под утку. Что имеем, то имеем. Удаляю оковы, освобождаю утку от них, вынимаем зубочистки. Ребятишки, собственно говоря, это все. Если вам уже надоело и вы заскучали, то можете уже лечь на диван. А я сейчас сделаю еще подачу. Я буду обедать. Если хотите посмотреть, добро пожаловать. Ну что, идем по иерархии. Сначала супруг, потом супруга, потом дети. Да нет, я шучу. Просто пока я здесь нахожусь, мне удобнее будет все вам показать и рассказать. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ну, это чтобы вы не расслаблялись. Это картофельное пюре с добавлением большого количества петрушки. Петрушка перебивается погружным блендером в сливках. Так, далее идут грибы. К сожалению, я не знаю их русского названия. По-немецки называются Кräuterzeitlинge. Они не собираются в лесу, они выращиваются искусственно. Так, ну и теперь нужно разобраться с уткой. У нас, в принципе, очень счастливая семья. Мы никогда не деремся за какие-то части тела. Поэтому я ем всегда ножку, все остальные счастливы. Они любят грудку. Поэтому им грудка,
Мне ножка. Так, она немного горячая, зараза такая. Сейчас я ее попытаюсь аккуратненько. Готово. Теперь немного соуса с апельсинами. Соуса я не жалею. Ну и копыта. Ну, а если мне захочется еще что-нибудь там взять, то я всегда это смогу сделать. А так, ребятишки, вы скажете, да, слишком много замороки. Я с вами полностью согласен. Я никого не заставляю питаться вкусно. Но думайте о том, что длительность вашей жизни зависит от качественного питания. Всем добра, мира, любви. До свидания.